Привет! Сегодня мы открываем новый курс, который будет посвящен музыкальности в танго и музыкальному танцеванию. Это будет большой курс, который будет состоять из нескольких уроков. И сейчас я хочу рассказать вам, что мы будем изучать на этом курсе. Итак, поехали! Давайте еще раз поймем, чем музыкальность отличается от ритмичности. Первое, что мы слышим в музыке, это всегда ритм. Это заложено в нас на генетическом уровне. Ведь еще в доисторические времена все обряды и культы совершались под ритмичные удары барабанов. Поэтому двигаться в ритм является для нас вполне естественным состоянием. Таким образом, ритм – это скелет музыки. А для того, чтобы танцевать музыкально, мы должны понимать, что такое мелодичность, что такое мелодия. И если мы соответствуем своими движениями тому, что играют инструменты или поет вокалист, это выглядит всегда очень музыкально. Итак, еще раз, ритм – это скелет, а музыка – это душа. Это очень простое, мне кажется, и понятное сравнение. И все, что касается ритма, мы разобрали с вами на курсе «Ритм в танго», и теперь готовы переходить к музыкальности. Цель этого курса – дать вам инструменты, которые помогут вам работать над вашей музыкальностью. Я не ставлю перед собой задачу научить вас танцевать, например, очо под скрипку или хиро под бандонеон. Я призываю к тому, чтобы все мы были индивидуальны. Ведь, как вы знаете, в танго нет никаких правил. Мы все слышим музыку очень субъективно, и каждый воспринимает ее по-своему. И мне хочется, чтобы вы сохранили это в себе. И еще раз, основная цель этого курса – дать вам те инструменты, которые помогут вам развить свою музыкальность, помогут вам услышать и понять структуру музыки. И это сделает вас более музыкальными и более восприимчивыми. Самая основная мысль, которая должна сопровождать вас в течение всей нашей работы, это то, что вы являетесь еще одним музыкальным инструментом танго-оркестра. То есть вы часть оркестра, у которого есть своя партия. И руководствуясь этой идеей, вы сможете быть абсолютно разными. Иногда вы будете легким аккомпанементом к тому, что происходит в музыке. Иногда вы будете выступать дуэтом с каким-то инструментом. Может быть, вы будете солировать, а может быть, вы вообще пойдете вразрез со всем тем, что играет оркестр, для того, чтобы создать что-то новое. Этот курс призван ответить на вопросы, что и как слышать в музыке, где это искать, как перестать слышать кашу и научиться выделять отдельные инструменты, уметь разбивать музыку на какие-то фрагменты и так далее. Итак, о чем будет этот курс? Моя основная задача – дать вам полный набор инструментов для работы над вашей музыкальностью и для развития вашего музыкального танцевания. Во-первых, мы разберем состав танго-оркестра и поговорим о музыкальных инструментах, которые в него входят. Во-вторых, мы разберемся в определенных музыкальных терминах. Узнаем, что такое минор и мажор, что такое стаккато и легато, а главное – как это применять на практике и как эта информация может быть нам полезна на паркете. В-третьих, мы узнаем, что такое фрасео или фразировка, как это услышать, как это понять и опять-таки, как это пригодится нам на паркете. В-четвертых, мы разберем с вами теорию вопросов и ответов. И, наконец, мы разберемся в музыкальной композиции, в ее строении, разделим ее на определенные части. Поймем, что такое ритмическая база, что такое основная мелодия, второстепенная мелодия, что такое мост, что такое вариасьон. Я очень надеюсь, что этот курс будет для вас полезным, и мы весь этот путь пройдем с вами вместе для того, чтобы ваше танцевание стало более осознанным и более музыкальным. И я предлагаю приступать.